Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серии видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами разберем инструмент Elastic и применим его для того, чтобы очистить наш контур. Предположим ситуацию, когда у нас оригинальный референс, из которого мы делаем букву, не такого хорошего качества. Это нам здесь повезло, что у нас здесь получилось все достаточно гладенько, красиво и так далее. Иногда бывает картинка плохого качества или там много всяких вот каких-то контрастных деталей, и когда мы делаем автотрейс, FontLab выглядит в меню автотрейса, дает нам вот такие результаты. Я сейчас сознательно их ухудшу. Вот, то есть много начинает всяких артефактов, каких-то некрасивых вылазить. Это все нужно будет править вручную. Сделать это можно в автоматическом режиме. Для этого у нас с вами несколько есть вариантов. Здесь мы разберем инструмент Elastic. Если, допустим, мы сейчас в принципе попробуем решить это все в автоматическом режиме, я это все сохраню, нажму Fix All, здесь тоже добавить нужные точки, здесь что-то. В общем, процесс долгий, утомительный, результаты получаются не очень хорошие, поэтому я это все удалю. Можно воспользоваться эластиком и все это удалить. Для начала я выделю этот контур, Ctrl-Shift-Hide, чтобы инвертировать, и потом удалить весь лишний мусор. Теперь остался только чистый контур, но видите, он достаточно такой грубоватый и ломаный. Поэтому мы берем инструмент Elastic, где-то вот тут он, да. И вот теперь у нас открылось вот такое подменю. Мы можем пользоваться им, можем пользоваться горячими клавишами. Самый простой инструмент, это самый базовый его настройка, это обычный эластик. Поэтому мы можем просто вот навести сюда, и видите, он достаточно аккуратненько лишнее удаляет. Но если мы случайно заденем узел, не узел, точнее, а handle, то его он тоже удаляет. Поэтому с этим нужно поаккуратней. Вот, если зажмем Ctrl с эластиком, то мы можем выбрать его размер. Вот, то есть просто я его ввожу, просто я что-то удаляю. А если я зажму Ctrl, то я меняю его размер. Иногда это бывает полезно, иногда это бывает удобно. Можем зажать Alt и выбрать какую-то группу узлов, которые нам нужно удалить. Вот, и он примерно вот восстановил это все. Но есть еще один режим, который позволяет нам упростить этот контур, причем результаты очень даже хорошие получаются, поэтому я сейчас верну все как было. Вот, и теперь мы можем зажать Ctrl и подвести, то есть если мы зажатым Ctrl и нажимали на клавишу, мы увеличивали или уменьшали размер, то здесь мы просто зажимаем Ctrl и подводим к какому-нибудь узлу, и мы видим, что он становится зеленым. Вот, он стал зеленым. Теперь я могу протянуть, зажать, так вот, так, нажал, и видите, у меня зеленый путь такой появился. Теперь, если я не отпускаю Ctrl, кликну, то он у меня выровнялся, убрал все лишнее. Делаю то же самое здесь. Клик, все, у меня супер гладненько, все аккуратненько. Такой способ позволяет даже делать более сложные какие-то операции. Например, если я сделаю вот так, возможно, результат будет неплохой. Ну, умеренный. То есть это не нужно кликать каждую вот так индивидуально, а просто зажал раз, и он его выровнял, максимально сделал вот гладкость такую, как им нужно. Все то же самое можно сделать вот здесь. Я могу выбрать обычный Eraser, могу выбрать лассо, могу выбрать упрощение пути. Это то, что мы сейчас с вами делали. Здесь в подсказке, в принципе, написано, как это делается. Это тот случай, когда мы с вами делали упрощение контура и чистку его с помощью эластика. Есть еще более автоматические режимы, поэтому я опять все верну обратно и попробуем воспользоваться другими режимами. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит, я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте Твой шрифтовый фетиш. Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте Твой шрифтовый фетиш в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.